Самая страшная ядерная катастрофа была на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года на 4-м реакторе. Чернобыльская атомная электростанция расположена около города Припять, Украина. Это считается самой страшной ядерной катастрофой в истории как с точки зрения затрат, так и с точки зрения потерь, и является одной из двух аварий на атомной энергетике, получивших 7 баллов по максимальной шкале по международному ядерному событию. Другая ядерная катастрофа произошла на электростанции Фукусима-1, расположена в городе Акума, в префектуре Фукусима на восточном побережье Японии. Первоначальное аварийное реагирование вместе с последующими дезактивацией окружающей среды, в которой в конечном итоге участвовало более 500 тысяч человек, обошлась примерно в 18 миллиардов советских рублей, примерно 68 миллиардов долларов США. Авария началась во время испытаний на безопасность ядерного реактора типа РМК. Испытание представляло собой имитацию отключения электроэнергии, чтобы помочь создать процедуру безопасности для поддержания циркуляции охлаждающей воды реактора до тех пор, пока резервные электрические генераторы не смогут обеспечить питание. Во время запланированного снижения мощности реактора при подготовке к электрическому испытанию мощность неожиданно упала до почти нулевого уровня. Операторам удалось лишь частично восстановить заданную тестовую мощность, что вывело реактор в нестабильное состояние. По завершении испытания операторы вызвали остановку реактора, но сочетание нестабильных условий и недостатков конструкции реактора вместо этого вызвали неконтролируемую цепную ядерную реакцию. Внезапно было выделено большое количество энергии, и 2 взрыва разорвали активную зону реактора и разрушили здание. Одним из них был очень разрушительный паровой взрыв от испарения перегретой охлаждающей воды, другой был небольшой ядерный взрыв. Это было сразу после активной зоны реактора пожара под открытым небом, который выпустил значительное количество радиоактивного загрязнения в течение 9 дней, прежде чем окончательно задержан выброс радиации 4 мая 1986 года. Постепенно в результате пожара образовалось примерно такое же количество загрязнения, что и при первоначальном взрыве. В результате повышения уровня радиации за пределами площадки через 36 часов после аварии была создана запретная зона радиусом 10 километров. Около 49 тысяч человек были эвакуированы из Припяти. Позже зона отчуждения была увеличена до 30 километров, когда еще 68 тысяч человек были эвакуированы из более широкой области. В результате взрыва реактора сразу погибли 2 рабочих. Началась масштабная аварийная операция по тушению пожара, стабилизации реактора и очистки выброшенной активной зоны. В результате стихийного бедствия и немедленного реагирования 134 сотрудника станции и пожарных были госпитализированы с острым лучевым синдромом из-за поглощения высоких доз ионизирующего излучения. Из этих 134 человек 28 умерли в течение нескольких дней, а в течение следующих 10 лет последовало около 14 случаев смерти от рака, подозреваемого в радиационном облучении. Эту информацию предоставил бывший Советский Союз. А наибольшей достоверностью окончательного общего числа погибших в предстоящие десятилетия после выбросов в Чернобыле варьируются от 4000 погибших при единственной оценке 3 наиболее загрязненных бывших советских республик, примерно от 9000 до 16 тысяч погибших при оценке всего континента Европы. В законодательстве Советском Союзе, а затем и России, была закреплена ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения последствия экологических катастроф, техногенных аварий, и этот закон отменили только в 1995 году. Вопреки правилам техники безопасности при строительстве крыши здания реактора и МАШ-зала
использовался горючий материал битум. Выброшенный материал вызвал не менее 5 возгораний на крыше соседнего реактора номер 3, который все еще работал. Необходимо было потушить эти пожары и защитить системы охлаждения реактора номер 3. Внутри реактора номер 3 начальник ночной смены Юрий Багдасаров хотел немедленно остановить реактор, но начальник-инженер Николай Фомин этого не допустил. Операторам выдали респираторы и таблетки йодида калия и приказали продолжать работу. В 5 часов ровно Багдасаров принял собственное решение о остановке реактора. Вскоре после аварии, в 1 час 45 минут, прибыли пожарные, чтобы попытаться потушить пожар. Первой на место происшествия прибыла бригада пожарных Чернобыльской АЭС под командованием лейтенанта Владимира Правика, который скончался 9 мая 1986 года от острой лучевой болезни. Им не сказали, насколько опасны радиоактивный дым и обломки, и, возможно, они даже не знали, что авария была чем-то большим, чем обычный электрический пожар. Мы не знали, что это был реактор. Никто нам не сказал. Григорий Хмель, водитель одной из пожарных машин, позже описал случившееся. Приехали в 2 часа ночи. Видели разбросанный графит. Кусочки графита были разных размеров, некоторые большие, некоторые маленькие. Достаточно, чтобы их можно было поднять. Мы мало что знали о радиации. Даже те, кто там работал, понятия не имели. Первоочередной задачей было тушение пожаров на крыше станции и территории вокруг здания, в котором находится реактор номер 4, для защиты реактора номер 3 и сохранения целостности систем охлаждения активной зоны. Пожары были потушены к 5 часам ровно, но многие пожарные получили высокие дозы радиации. Пожар внутри реактора номер 4 продолжался до 10 мая 1986 года. Возможно, что выгорело более половины графита. Некоторые считали, что пожар в активной зоне был потушен совместными усилиями вертолетов, сбросивших более 5000 тонн песка, свинца, глины и бора, поглощающего нейтроны, на горящий реактор. Сейчас известно, что практически ни один из поглотителей нейтронов не достиг активной зоны. По оценкам историков, около 600 советских пилотов рискнули получить опасный уровень радиации, совершив тысячи полетов, необходимых для прикрытия реактора номер 4 в этой попытке заблокировать радиацию. Судя по рассказам очевидцев о задействованных пожарных перед смертью, один из них описал свое переживание радиации как привкус металла и ощущение, подобное ощущению от булавок и иголок по всему лицу. Взрыв и пожар выбросили в воздух горячие частицы ядерного топлива, а также гораздо более опасные продукты деления – радиоактивные изотопы, такие как цезий-137, йод-131, стронций-90 и другие радионуклиды. В ночь взрыва жители окрестностей наблюдали за радиоактивным облаком. Уровень излучения в наиболее пострадавших районах здания реактора, по оценкам, составит 5,6 рентген в секунду, что эквивалентно более чем 20 тысяч рентген в час. Смертельная доза составляет около 500 рентген за 5 часов, поэтому в некоторых районах незащищенные рабочие получали смертельные дозы менее чем за минуту. Однако дозиметр, способный измерять до 1000 рентген в секунду, был закопан в обломках обрушившейся части здания, а еще один вышел из строя при включении. Все остальные дозиметры имели пределы 0,1 рентген в секунду и, следовательно, показывали за пределами шкалы. Таким образом, экипаж реактора мог констатировать только то, что уровни радиации были где-то выше 0,1 рентген в секунду, в то время как истинные уровни были намного выше в некоторых районах. Из-за неточных низких показаний начальник бригады реактора Александр Акимов предположил, что реактор цел. Доказательства наличия кусков графита и реакторного топлива, лежащих вокруг здания, были проигнорированы, а показания другого дозиметра, принесенного к 4 часам 30 минутам, были отклонены,
поскольку предполагалось, что новый дозиметр был неисправен. Акимов оставался со своей командой в здании реактора до утра, посылая членов своей команды попробовать закачать воду в реактор. Ни на одном из них не было защитного снаряжения. Большинство из них, в том числе Акимов, скончались от радиационного облучения в течение 3 недель. Эвакуация. Близлежащий город Припять эвакуировали не сразу. Горожане рано утром отправились по своим обычным делам, совершенно не обращая внимания на то, что произошло. Однако в течение нескольких часов после взрыва заболели десятки человек. Позже они сообщили о сильных головных болях и металлическом привкусе во рту, а также о неконтролируемых приступах кашля и рвоты. Поскольку завод находился в ведении московских властей, правительство Украины не получало оперативной информации об аварии. Валентина Шевченко, тогдашняя председатель Президиума Верховной Рады Украинской ССР, вспоминает, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Василий Дурдынец позвонил ей на работу в 9 часов ровно, чтобы сообщить о текущих делах. Только в конце разговора он добавил, что на Чернобыльской АЭС был пожар, но он потушен и все нормально. Затем Валентина Шевченко поговорила по телефону с Владимиром Щербицким, генеральным секретарем Коммунистической партии Украины и фактическим главой государства, который сказал, что ожидает прибытия делегации Государственной комиссии во главе с Борисом Щербиной, заместителем председателя Совета министров Украины СССР. Позже в тот же день была создана комиссия для расследования происшествия. Ее возглавил первый заместитель директора Курчатовского института атомной энергии Валерий Легасов. В нее вошли ведущий ядерщик Евгений Велихов, гидрометеоролог Юрий Израиль, радиолог Леонид Ильин и другие. Они вылетели в международный аэропорт Борисполь и прибыли на электростанцию вечером 26 апреля. К тому времени 2 человека уже скончались, 52 госпитализированы. Вскоре у делегации появилось достаточно доказательств того, что реактор был разрушен, а чрезвычайно высокий уровень радиации стал причиной ряда случаев радиационного облучения. Рано утром 27 апреля, примерно через 36 часов после первого взрыва, они приказали эвакуировать Припять. Изначально было решено эвакуировать население на 3 дня, позже это было сделано постоянным. К 11 часам ровно 27 апреля автобусы прибыли в Припять, чтобы начать эвакуацию. Эвакуация началась в 14 часов ровно. Отрывок объявления об эвакуации. Внимание, припятчан! Горсовет сообщает, что из-за аварии на Чернобыльской ГРЭС в городе Припять радиоактивная обстановка в окрестностях ухудшается. Коммунистическая партия и ее должностные лица и вооруженные силы принимают необходимые меры для борьбы с этим. Тем не менее, чтобы люди оставались максимально безопасными и здоровыми, а дети в первую очередь, нам необходимо временно эвакуировать граждан в ближайшие города Киевской области. По этим причинам, начиная с 14 часов ровно 27 апреля 1986 года, каждый многоквартирный дом сможет иметь в своем распоряжении автобус под надзором полиции и городских властей. Настоятельно рекомендуется взять с собой документы, некоторые жизненно важные личные вещи и определенное количество еды на всякий случай. Руководители государственных и промышленных объектов города определились со списком сотрудников, которые должны остаться в Припяти для поддержания этих объектов в исправном состоянии. В период эвакуации все дома будут охраняться полицией. Товарищи, временно покидая свое жилище, убедитесь, что вы выключили свет, электрооборудование и воду и закроете окна. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и порядок в процессе краткосрочной эвакуации. Чтобы ускорить эвакуацию, жителям было приказано приносить только то, что необходимо, и что они останутся в эвакуации примерно на 3 дня. В результате большая часть личных вещей была оставлена и остается там по сей день. К 15 часам ровно было эвакуировано 53 тысячи человек в различные села Киевской области.
На следующий день начались переговоры об эвакуации людей из 10-километровой зоны. Через 10 дней после аварии зона эвакуации была расширена до 30 километров. Чернобыльской АЭС зона отчуждения оставалась до сих пор, хотя его форма изменилась, и его размер был расширен. Обследование и обнаружение изолированных очагов радиоактивных осадков за пределами этой зоны в течение следующего года в конечном итоге привело к тому, что 135 тысяч человек долгосрочных эвакуированных в общей сложности согласились на переселение. В период с 1986 по 2000 год общее число постоянно переселенных лиц из наиболее сильно загрязненных территорий увеличилось почти в 3 раза, примерно 350 тысяч человек. Эвакуация началась за 1,5 дня до того, как Советский Союз публично признал аварию. Утром 28 апреля уровни радиации вызвали тревогу на АЭС Форсмарк в Швеции, более чем в 1000 километрах от Чернобыльской АЭС. Рабочие Форсмарк сообщили об этом случае в Шведское управление радиационной безопасности, которое определило, что излучение произошло где-то в другом месте. В тот день шведское правительство связалось с советским правительством, чтобы узнать, произошла ли ядерная авария в Советском Союзе. Советский Союз изначально отрицал это, и только после того, как шведское правительство предложило, что они собираются подать официальное предупреждение в Международное агентство по атомной энергии, и тогда только советское правительство признало, что в Чернобыле произошла авария. В то время как многие иностранные средства массовой информации говорили об угрозе для жизни людей, а на экранах телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков радиации в Центральной и Восточной Европе. В Киеве и других городах Украины и Белоруссии проводились праздничные демонстрации и гуляния, посвященные Первомаю. Демонстрация в Киеве была организована по личному указанию генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева. Лица, ответственные за манифестации, впоследствии объясняли свое решение необходимостью предотвратить панику среди населения и отсутствием полной картины происходящего. Сначала Советский Союз только признал, что произошла небольшая авария, но как только они начали эвакуацию более 100 тысяч человек, мировое сообщество осознало весь масштаб ситуации. В 21 час 02 минуты вечера 28 апреля в новостной телепрограмме «Время» было зачитано 20-секундное объявление. На Чернобыльской АЭС произошла авария. Был поврежден один из ядерных реакторов. Последствия аварии. Оказана помощь всем пострадавшим. Создана следственная комиссия. Это было полное объявление, и впервые Советский Союз официально объявил о ядерной аварии. Затем телеграфное агентство Советского Союза ТАСС обсудило аварию на 3 Майл-Айленде и другие ядерные аварии в США, которые, как писал Серж Шмеман из The New York Times, были примером общепринятой советской тактики как-нибудь объявить чрезвычайное положение. Примерно в то же время ABC News опубликовала репортаж о катастрофе. Валентина Шевченко, первая из высших должностных лиц украинского государства, прибыла на место катастрофы рано утром 28 апреля. Там она поговорила с медицинским персоналом и людьми, которые были спокойны и надеялись, что вскоре смогут вернуться в свои дома. Шевченко вернулась домой около полуночи, остановившись на радиологическом посту в Вильчо, одном из первых, созданных вскоре после аварии. Из Москвы пришло уведомление о том, что нет оснований переносить празднование Международного дня трудящихся 1 мая в Киеве, включая ежегодный парад. Но 30 апреля состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС. Обсудить план предстоящего торжества. Ученые сообщают, что уровень радиологического фона в Киеве в норме. На собрании, которое завершилось в 18 часов ровно, было решено сократить время празднования с обычных 3,5 до 4 часов до 2 часов.
Несколько зданий в Припяти были официально оставлены открытыми после катастрофы для использования рабочими, все еще связанными с заводом. К ним относится фабрика «Юпитер», которая закрылась в 1996 году, и лазурный бассейн, используемый ликвидаторами Чернобыля для отдыха во время очистки, закрылся в 1998 году. 1 мая 1986 года областной совет народных депутатов решил позволить иностранцам уезжать из Гомельской области только после медицинского освидетельствования, в случае, если они отказываются от медосмотра. От них достаточно получения расписки в том, что каких-либо претензий к советским властям не имеют. Чтобы уменьшить распространение радиоактивного загрязнения от обломков и защитить их от атмосферных воздействий, к декабрю 1986 года был построен защитный саркофаг Чернобыльской АЭС. Он также обеспечивал радиологическую защиту для экипажей неповрежденных реакторов на площадке, которые продолжали работать. Из-за продолжающегося ухудшения состояния саркофага в 2017 году он был дополнительно огражден чернобыльским новым безопасным конфайнментом, более крупным корпусом, который позволяет удалять как саркофаг, так и обломки реактора, одновременно сдерживая радиоактивную опасность. Ядерную очистку планируется завершить в 2065 году.